Ну что, всем привет! В прошлых видео мы с вами говорили о том, как правильно подключать аккумуляторы типа размера 18650. И вроде бы в этом разобрались, но как подключать хорошо, а чем их соединять между собой, мы так и не решили. Так вот, в этом видео мы с вами поговорим о том, как же их все-таки правильно соединять, вернее, чем их правильно соединять, какие способы лучше всего. По моему мнению, существует три основных способа соединения аккумуляторов между собой. И о них мы сегодня с вами поговорим подробнее. А пока я вам буду рассказывать и показывать эти способы, вы подпишитесь и поставьте лайк. Итак, поехали. Имеем мы вот такие вот аккумуляторы типа размера 18650. Допустим, у нас их там несколько штук. Нам надо для какого-то проекта что-нибудь собрать там. Либо с большим напряжением, либо с большей емкостью. Не столь важно. Какие же основные способы? Первый, самый, наверное, простой. Это вот такой вот холдер. Они существуют разных типов. То есть есть с пружинками, есть вот с такими вот контактами. Я бы советовал вам с контактами. Это более надежное соединение. Здесь по сути все просто. Здесь на обратной стороне есть контакты. Вы их соединяете как вам надо. Там последовательно, параллельно. Все зависит от того, для чего вы будете это использовать. Берете аккумулятор. Вставляете. Плюс-минус не путайте, это важно. Ставили один, там второй. И на выходе вы получите то, что вам надо. Чем хорош этот способ? Хорош он тем, что вам в принципе не надо бояться о том, что вы там их перегреете, испортите. Плюс очень удобно их менять. Если вдруг какой-то выйдет из строя, вы его достали, поставили вместо него другой и готово. Такой способ подойдет для небольших проектов, например, там для бесперебойного источника питания, там под тот же роутер или еще там что-нибудь. Недостаток этого способа, что вам нужно купить холдер и уметь обращаться с паяльником. Также вам нужны там провода, разъемы и тому подобное. Но тем не менее, очень удобная вещь, рекомендую такие холдеры, то есть кто пользуется, те знают. Способ номер два. Это контактная сварка. У меня вот такая вот китайская, в принципе неплохо варит, очень доволен. Также есть у меня самодельная контактная сварка из трансформатора от микроволновки, я ее собрал. Тоже довольно мощная штука. То есть вы берете контактную сварку, покупаете вот такую вот никелевую ленту. Она бывает разная, там 0,1, 0,15, 0,2 мм. Все зависит от потребностей, от токов, которые вам необходимо снимать с вашего аккумулятора. То есть здесь все просто. Взяли аккумулятор, отрезали нужный кусочек ленты, приложили, взяли сварку и приварили. Данный метод соединения аккумуляторов является самым правильным методом, так как контактная сварка не перегревает аккумулятор, никелевая лента держит довольно большие токи, нагрузки, но также он имеет и недостатки. Данный метод может подойти не всем, конечно же. Например, я очень боюсь пользоваться этой штукой, не знаю почему, но варить у меня не получается. Плюс для того, чтобы вам воспользоваться таким способом, вам необходимо купить контактную сварку, купить ленту. Лента как бы дешевая, а вот сам сварочный аппарат, если вы будете брать хороший, он стоит немалых денег. И опять же, если вам надо раз в жизни там соединить аккумуляторы, то покупать для этого сварку, будет как минимум глупо. Проще попросить друзей, если у кого-то она есть, просто дать им, пусть они вам сварят, либо взять попользоваться, это уже там на ваш выбор. Кстати, для тех, кто все же хотел узнать, какой самый правильный метод соединения аккумуляторов, еще раз повторюсь, это контактная сварка, и никакой другой метод не является правильным. Самый идеальный и правильный вариант это только контактная сварка. Ну и наконец третий способ, он подойдет, наверное, многим, кто умеет обращаться с паяльником. Я использую паяльную станцию. Существует много мифов по поводу, можно ли паять аккумуляторы. Нельзя паять аккумуляторы, как бы там ни было. Самое пагубное для этих аккумуляторов это их перегрев. И когда вы используете паяльник, вы его перегреваете. Сейчас многие начнут говорить, что нет, если там быстро паять, ничего не перегреется. Это как правда, так и нет. Паять действительно нужно очень аккуратно, но при пайке вы не нагреете весь аккумулятор до высокой температуры, но локальное место пайки в любом случае нагреется. Потому что для того, чтобы соединить, для того, чтобы что-то с чем-то спаять, эту вещь необходимо, это место необходимо нагреть до определенной температуры.
так как припой к чему-то там сильно холодному, он просто не пристанет. Для этого вы там удерживаете паяльник несколько секунд для того, чтобы прогреть место пайки, и только тогда ваш припой пристанет, так сказать, к этому месту. Поэтому локально, там где вы паяете, вы в любом случае перегреете аккумулятор. При этом весь он, конечно же, то есть это тепло рассеется на него, и он там нагреется градусов до 30, и это ничего страшного. А вот то место, куда вы будете паять, то есть там минусовой контакт, например, вот он локально, там вот эти 5-7 мм, в зависимости от толщины вашего жала, он все же нагреется до высокой температуры, там, что в дальнейшем пагубно скажется на эксплуатационных свойствах этого аккумулятора. И если вы там услышите, что их нужно положить в морозилку, а потом холодными паять, и это ни к чему не приведет, он не нагреется, это тоже неправда, так как вы заморозите весь аккумулятор, но то место, которое к которому будете паяться, оно в любом случае нагреется. И к холодному аккумулятору вам просто придется дольше держать, и все. Но при этом вы его перегреете. Также при пайке не используйте активные флюсы, потому что их надо смывать, вы их хорошо не смоете, особенно плюсовой контакт, который имеет... То есть плюсовой контакт, он чуть-чуть приподнятый, там имеется он отверстие, то есть ваш флюс может туда попасть, и в дальнейшем разъесть колечко, которое находится между плюсовым и минусовым контактом, и это приведет к нехорошим последствиям, поэтому не стоит использовать флюсы. Что же нужно, чтобы припаять провод, например, к аккумулятору? А нужно обязательно зачистить место пайки. Вы можете использовать отвертку, либо, вот как я, такой ножичек, кусачки, да что угодно. Просто возьмите его и хорошо поцарапайте. То есть, чтобы сбить вот этот глянец и сделать такие насечки. Тогда припой лучше пристанет. Использовать сильно большие паяльники тоже не советую. Ну, зачем вам 100-ваттный паяльник? С огромным жалом банально будет неудобно ним пользоваться. Так вот, поцарапали немного. Видно, я надеюсь? Не видно. Потом берем припой. Я использую припой с канифолией внутри, там 1 мм. Он мне очень нравится. Даже делаю вот так. Так банально удобней. Для пайки я использую паяльную станцию. Температуру ставлю где-то 370-375 градусов. Жало у меня вот такое вот. То есть родное со станции обычно идет такое вот острое, а я использую вот такое вот. Ничего я там не охлаждаю, не нагреваю. Все это мифы. И делаем вот так. Приложили припойчик. Оп. Все, наш аккумулятор залужен, при этом он холодный. Вот здесь вообще холодный, но еще раз повторюсь, в месте пайки, то есть вот там под припоем, там была все же температура выше, чем допустимая для этих аккумуляторов. Да, она была там полсекунды, да, она локальная там в миллиметровом диапазоне, но тем не менее. Если видно, я думаю видно, вот флюс остался. Это обычная канифоль. Я ее потом смою спиртиком. И все, аккумулятор залужен. То есть здесь мертвая хватка. Ну, дальше, надеюсь, понятно. Вы берете провод, либо никелевую ленту. Я тоже, кстати, припаиваю ленту, бывает, к аккумуляторам. Нормально там все держится и очень даже неплохо выглядит. Так, у меня собран вот такой аккумулятор. Это для бесперебойника моего. Вот он собран методом пайки никелевой ленты. И оп. Главное, очень хорошо придавить. Мне немного неудобно работать из-за камеры, она мне мешает, но тем не менее. В принципе, думаю, вы поняли. Итак, берем проводочек. Предварительно его необходимо залудить.
Так вот. Лишнее мы отрезаем. Затем берем проводочек, прикладываем к аккумулятору, там где мы его залудили. Можно чуть-чуть припойчика взять. Оп. Буквально секунда. И все припаяно. Аккумулятор холодный. К сожалению, у меня нет пирометра, я бы вам показал, но тем не менее. Получилось немного неаккуратно, но мне мешает камера. Я думаю, тот, кто умеет обращаться с паяльником, у вас получится лучше. Все надежно припаяно, не оторвать. Вот так. А на этом я с вами попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр, за лайки, за подписку. Увидимся.